Уверена, вы прекрасно знаете, кто такой внутренний критик. И вы знаете, что с ним нужно бороться. И вы знаете, что он плохой. А то, что они бывают разные, вы знаете? А то, что у разных РПП они разные, сейчас расскажу об этом. Здравствуйте, меня зовут Нина Воронова-Барде. Вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения и обо всем, что с этим связано. Надеюсь, мой канал поможет вам с этим справиться, а если вы психолог, поможет вам разобраться в этой очень-очень-очень сложной проблеме. Так вот, внутренний критик. О внутреннем критике говорят все. И в Инстаграме, и на Ютубе, и статьи пишут. Понятно, что внутренний критик — это какой-то такой злодей, это какой-то такой голос, который все время рассказывает о нас плохие вещи. Интересно, что внутренние критики, то есть, в принципе, это правильно, да, внутренний критик — это тот, кто рассказывает нам о нас плохие вещи, 100%. Он критикует нас за наши поступки, за то, как мы выглядим, за то, что мы думаем, за то, что мы чувствуем, и за то, что мы едим, если мы говорим про РПП. Он вообще такой злобненький, и он так вот все время, если только вы, не дай бог, сделали что-то не так, как сами себе заранее придумали, он немедленно появится и тут же объяснит вам самыми страшными и обидными словами с применением самых неприятных эпитетов, что вы тут, значит, как бы это вежливо сказать, были не на высоте. Вот. Но он это не так будет называть, этот внутренний критик, конечно. Интересно, что внутренние критики действительно бывают разные. Что имеется в виду? Что они появляются в разных ситуациях, разные критики. Их может быть много у одного человека или какой-то один. Обычно их, правда, несколько. Один какой-то может прям сильно-сильно преобладать. И вот эти вот критики от вас хотят немного разного. Каждый из них хочет чего-то своего. Хочет что-то свое. Так правильно. Какие они бывают? Сейчас расскажу. Во-первых, любимый всеми анорексиками критик – это критик-перфекционист. Перфекционист – это критик, который все время следит за тем, чтобы то, что вы делали, было идеально. Вы должны идеально учиться. Вы должны идеально выглядеть. Вы должны идеально себя вести, вы должны быть самым лучшим. А если только вы не самый лучший, не лучше всех учитесь, не идеально эффективный, не идеально спокойный, не идеально сосредоточенный, не идеально прекрасный, то вы сразу превращаетесь, если вы не самый хороший, вы самый плохой. То есть формула, как бы девиз критика-перфекциониста – это или самый лучший, или никто. Или самый лучший, или самый худший, или ничтожество, или не заслуживаешь права на существование. Только быть самым лучшим позволяет вам быть. И вот этот перфекционист проследит очень внимательно, где вы дали слабину, где вы недостаточно постарались. Он же проследит, надо же быть самым лучшим, он же проследит не только, чтобы вы достаточно старались, но он увидит, если кто-то сделал лучше. И для него это очень плохо, потому что он тут же вам скажет, если кто-то мог сделать лучше, значит и ты мог. Значит и ты мог. Значит ты не постарался. Значит, ты плохой, значит, ты хуже того, кто сделал лучше, значит, ты никто, значит, ты ничтожество, и вообще твое право на существование под большим вопросом. Конечно, как я уже сказала, это любимый критик анорексиков, потому что анорексия как раз про это, про перфекционизм, про то, чтобы быть самым лучшим, самым умным, Причем они, видите ли, в чем дело, перфекционист. Перфекционисту нужны какие-то, что важно, ему нужны какие-то точки отсчета, какие-то критерии. Поэтому перфекционисты
А люди с анорексией, это, как правило, перфекционисты, они застревают на цифрах. То есть на весах это должна быть цифра, в школе это должны быть оценки. Если вы работаете, то это должно выражаться конкретно, в очень конкретных цифрах, в зарплате или в каких-то конкретных словах, которые говорят кому-то, но не вам. То есть им нужны очень четкие критерии. Они всегда четко знают, они сравнивают себя с другими, поэтому им надо быть самым худым, поэтому им надо есть меньше всех, им нужно быть самым волевым, самым сдержанным, самым. Это критик-перфекционист. Второй тип критика, не сказала, когда вы нарушаете, когда критик вас критикует, он вас подстегивает эмоциями, чувствами какими-то негативными для того, чтобы больше вы так не делали. Это как бы он вас наказывает, он вас критикует. Ну ладно, не он. Он вас критикует, он говорит, за что вас нужно наказать, и вы сами себя наказываете вот этими эмоциями. И когда мы говорим о перфекционисте, то эмоции, которые там появляются, две. Это прежде всего боль и стыд. То есть там мало страха, например, там много гнева. Вот, кстати, гнев еще. Боль, стыд и гнев. Гнев на себя. Очень больно от того, что я такая или такой. И мне очень стыдно и мерзко за то, что я такая. И здесь может появляться еще дополнительно отвращение, такая ненависть в смеси с отвращением. Потому что я ничтожество, я никто, я просто грязь под ногами. Либо я самый лучший, и тогда я самый лучший, самый прекрасный. Очень нарциссическая такая история. Второй тип критика, про который я хочу рассказать, это мне не очень нравится это название, оно часто фигурирует в переводных каких-то источниках, но я тоже не придумала ничего лучше. Это такой критик-надсмотрщик. Это такой критик, такой рабовладелец, который следит за тем, чтобы вы хорошо и много работали. Он прям такой с плеткой стоит и только присел отдохнуть, он тебе этой плеткой работай, солнце еще высоко. Это, конечно, булимия. Анорексия в меньшей степени, но там ее тоже нет, потому что, чтобы все время получать самые высокие оценки, нужно очень много учиться, и там он включится, этот надсмотрщик. Но у булимиков это прям такая центральная часть, вот этот надсмотрщик, и у него нет таких четких критериев, как у перфекциониста. Тут и лучшей оценки недостаточно, потому что его главный девиз «можно было лучше», «можно было сделать больше». Ну и что лучшая оценка в классе? В конце концов, это только один класс. Что насчет лучшей оценки во всем городе? Что насчет лучшей оценки во всей стране, во всем мире? Можно было сделать больше. Да, ты могла получить ту же самую оценку, но знать больше. Учиться больше, стараться больше. Вот это можно было больше или можно было лучше, это классическая идея, с которой приходит критик. И даже когда, как я сказала, вы добились цели, он тут же все обесценивает. Это обесценивающий критик. Вот обесценивающий. Он такой говорит, ну и что? Подумаешь, у других вон в 3 раза больше сделано. Ерунда это все. Старайся, старайся, старайся. Не спи, не ешь, не отвлекайся. Старайся, делай, делай, делай больше. Отдохнуть? А работать кто будет? В смысле я устала? Что значит выходные? Выходные – прекрасное время для того, чтобы работать. Работай. Работай больше. Это критик-надсмотрщик. Ну, наверное, обесценивающий критик здесь тоже хорошая история, но он всегда про работу. Критик-контролер. Опять забыла про эмоции. Какие эмоции тут появляются? Вот здесь появляется страх. Страх упустить. Страх отстать. Страх не справиться. Страх не суметь. Так, чтобы этот критик был доволен. И второе чувство – это, конечно, стыд. Стыд за себя. Стыд. Здесь гораздо меньше ненависти и злости на себя. У булимиков меньше злости на себя, у них больше сожаления такого. Ну что же я такая вот опять. Вот. Но вот этот стыд за то, что я
вот я лентяйка, я опять пролежала с телефоном весь все воскресенье. За это воскресенье можно было столько сделать. Вот столько сделать. Вот это сожаление об упущенном и стыд за то, что ты позволила себе где-то отдохнуть, где-то полениться, где-то там, ну так вот, спустить на тормозах. Вот это две основные эмоции, которые появляются. Так вот, контролирующий критик или критик-контролер. Ну, это, конечно, анорексия, 100%, и в меньшей степени, но компульсивное переедание. Вот когда мы говорим контролеры, да, про контроль, мы обычно говорим, мы сразу думаем про анорексию. Но люди с компульсивным перееданием, они тоже все пытаются контролировать. И первое, что пытается контролировать критик-контролер, он пытается контролировать ваши эмоции. Это первое, что он пытается контролировать. Потому что контролер убежден в том, что эмоции показывать нельзя. Все должно быть под контролем. Я должна быть сдержанной, злиться, там, орать, не дай бог, на кого-то. Да вы что? Тут серьезно? Это фу! Если я буду так себя вести, я не смогу себя уважать. Я возьму сейчас на кого-то наору, да я не прощу себе. Потому что мои эмоции вышли из-под контроля. Я их выпустила как бы. Там хохотать, дурачиться, выглядеть глупо. Ну, если еще человек с компульсивным перееданием как-то может себе позволить, то анорексик никогда. Анорексик никогда и ни при каких условиях не будет выглядеть глупо. Он будет все контролировать. И они будут сидеть так, как принцесски, сложив ручки, и говорить таким ровным тоном, таким: у меня все хорошо, большое спасибо, мне не нужна помощь, я совсем справляюсь. Люди с компульсивным перееданием это делают не так, но какие-то несимпатичные эмоции они тоже прям пытаются. И вообще люди с компульсивным перееданием, почему еще у них вот этот контролирующий критик такой злобный? Потому что они... А что я собиралась сказать? У них высокая тревожность. И у анорексиков, ну, у всех высокая тревожность, и у булимиков тоже. Но вот у людей с анорексией, с компульсивным перееданием, у них очень-очень высокая тревожность. А контроль используется как способ с этой тревогой справиться. То есть если я все контролирую, то я как бы, мне уже менее тревожно. Поэтому люди с компульсивным перееданием тоже пытаются все контролировать настолько, сколько могут. Там близких, чтобы ни у кого ничего не случилось, чтобы хватило денег, чтобы там то, сё, чтобы все вовремя пошли в школу, чтобы там вот тоже очень много у них задач, и они пытаются это все контролировать. Люди с анорексией контролируют очень сильно себя и тоже все время пытаются контролировать близких. Это прямо их такое главное такое качество, которое делает жизнь с ними достаточно сложной, потому что они пытаются контролировать, там, кто когда пришел, кто когда ушел, кто как себя ведет, кто как разговаривает, кто как ест, когда, во сколько и что. То есть они такие немножко могут превращаться в таких деспотов, которые пытаются контролировать все. Но он так снижает тревогу, и главное, вот этот внутренний критик требует от него, чтобы он контролировал себя и чтобы он контролировал других. А если я не контролирую, это опасно. И там, если говорить о чувствах, там в основном появляется разочарование. Если я не могу контролировать, я очень-очень разочаровываюсь в себе. А второе чувство, которое там появляется, это, конечно, страх. Если я не могу контролировать, то что произойдет? Произойдет что-то страшное. То есть как только я выпущу этот контроль, произойдет что-то страшное. Только контроль позволяет мне держать это все в каком-то безопасном виде. То есть страх и разочарование, когда не удается контролировать. Очень-очень булимический критик, типичный для булимии и для компульсивного переедания, но в меньшей степени, это обвиняющий критик. Или осуждающий критик, или критик-судья еще его называют. Ну, в общем, винящий критик. И вот этот обвиняющий критик очень-очень отличает. Все критики преследующие, но вот обвиняющий критик, он, наверное, самый преследующий, потому что он всегда найдет, за что обвинить.
Если другие критики винят за то, что происходит сейчас или только что произошло, то обвиняющий критик винит вас за то, что произошло в прошлом. И он всегда найдет там что-нибудь. Если у вас тут все хорошо и все остальные критики молчат, обвиняющий критик не успокоится. Он тут же достанет что-то из закромов, скажет: а помнишь 5 лет назад, как ты могла так поступить? Как ты могла? Как тебе не стыдно? Да что ж ты за человек-то такой? И все, и человек проваливается в вину. И здесь первое чувство – это вина, второе чувство – это боль, потому что вам больно за то, что вы так с кем-то поступили. Причем это либо действие, либо бездействие. Вы либо поступили с кем-то или с чем-то плохо, либо наоборот, вы должны были поступить хорошо, но по каким-то причинам не поступили. Как это сказать? Не предотвратили чьи-то страдания. Обычно это про других людей. Вина – это очень часто про других людей. То есть и этот критик, он от вас не отстанет. Если все остальные еще как-то там угомонятся, вы все сделали идеально, вы все проконтролировали, вы все там везде у вас все отлично. А этот критик такой: а вот что у меня есть, а еще вот тут, а вот это помнишь? И все, и человек ушел, провалился. Еще один критик такой, про него обычно на него мало обращают внимание, но он тоже очень типичен для людей с анорексией и людей с компульсивным перееданием. Это такой критик-конформист или такой социальный критик. Это критик, который следит за тем, чтобы вы вели себя прилично и чтобы вы соответствовали нормам общества. Он такой про то, что все люди как люди, а ты какой-то не пойми что. Вот все нормальные, а ты какой-то уродец. Он очень развит у анорексиков, поэтому у анорексиков очень много идей про то, что общество ждет от них, что они будут худыми. И в обществе так принято. И худые люди, и красивые люди большего добиваются. И они вот... Поэтому важно соответствовать. Люди с компульсивным перееданием делают ровно то же самое. Эти худеют, чтобы соответствовать какому-то вот такому представлению о том, как должен выглядеть человек в обществе. Это тоже, кстати, про то, что он должен быть сдержанным, ни на кого не орать. Орать можно только на маму и на папу. На улице нам орать на людей нет. Вы что? Не-не-не-не-не. Так люди не ведут себя. Они на маму и на папу тоже редко орут. Но они еще себе позволяют немножко. Люди с компульсивным перееданием вообще не позволяют себе злиться ни на кого. И их главная проблема в том, что они не выглядят так, как... Не так сказала. И анорексики считают, что они не выглядят так, как требует общество. Они недостаточно худые. Но у них это сугубо иррационально. А у людей с компульсивным перееданием это рационально. Они объективно понимают, что они полные. И говорят себе: в этом обществе, вообще в обществе, полным быть нельзя, полных никто не любит, это плохо. Я как будто нарушаю какие-то нормы. Я становлюсь слишком заметным, я иду против того, что принято. И для них это тоже такой источник колоссальной боли. Здесь очень-очень много стыда. Прежде всего, стыда и такой боязни, не скажу страха, но такой боязни, тревоги, что вы будете за это наказаны. Вы будете не приняты, вы будете отвергнуты. Вот такой страх отвержения здесь появляется. Если я буду не таким, как все, значит, я буду против. Если я буду против, меня изгонят. Я останусь один, никому не нужный. Меня отвергнут. Вот это про что. И два наиболее, наверное, опасных критика, они все не сахар, но таких прям самых-самых опасных, это критик-подрывник, в частности. Ну, подрывник, такое же тоже странное слово, но это потому, что он подрывает, подрывающий критик. Главное, что подрывает этот критик, это он подрывает веру в себя. Веру в себя. Веру в то, что можно достичь успеха. Веру в то, что что-то вообще получится. И это критик переедающих людей. Это такой обратный критик контролеру. Критик критикует за то, что
тебя не получается, а этот критик, второй, он критикует тебя за то, что ты смеешь думать, что у тебя когда-то что-то получится. И они такие в противофазе находятся. То есть этот хочет, чтобы получалось, а этот говорит: не-не-не, без шансов, успокойся, даже не дергайся, даже не суетись. Ты жалкий, ты слабый, у тебя ничего не выйдет, ты не сможешь. Ты, посмотри на себя, куда тебе в самом-то деле? И вот этот критик, подрывник, разрушает все ваши желания, все ваши стремления. И здесь появляется очень-очень много стыда, отчаяния, такой беспомощности, бессилия. Очень-очень этот критик развит у людей с компульсивным перееданием. Но он есть у всех переедающих. Кроме людей с анорексией ограничительные, потому что как только они начинают переедать, а не дай бог набирать вес, вот тут появляется этот критик, который говорит: ты слабая. Да, когда-то ты была сильная, а теперь ты слабая. Ты больше никогда не сможешь выглядеть так, как хочешь. Ты больше никогда не сможешь не есть. Ты слабая, ты жалкая, ты отвратительная. Здесь, как я уже сказала, очень много стыда и невозможности что-то с этим сделать. И последний критик, наверное, самый страшный, это критик-разрушитель. Этот критик разрушает не просто веру в то, что может получиться что-то, он разрушает саму идею ценности вашего существования. Вот это критик, который приводит к суициду, может привести. Он разрушает все. Он говорит: все зря, все бессмысленно, бороться бессмысленно, что-то делать бессмысленно. Ты все равно ничего не можешь. Ты даже существовать-то не должна. Тебе нет места в этом мире. Зачем ты здесь? Посмотри на себя. Ты здесь не нужна. Ты не нужна никому. Это критик, который про то, чтобы исчезнуть, закончиться, умереть, не быть. Вот он про это. Он про тотальное физическое уничтожение. Самый опасный негодяй, такой критик-убийца. Прямо. Вот. Кажется, я никаких критиков не забыла. Еще раз. Перфекционист – это анорексия, в меньшей степени компульсивное переедание. Нет, это анорексия. Это контролер. Контролер, анорексия, в меньшей степени компульсивное переедание. Надсмотрщик такой, злобный рабовладелец – это, конечно, булимия. Про контролера сказала. Осуждающий, обвиняющий критик, критик-судья – это, конечно, булимия, очень много там прям такого. Компульсивное переедание тоже, пожалуй. Да, компульсивное переедание. Булимия, компульсивное переедание. Критик-конформист – это компульсивное переедание и анорексия. У людей с булимией этого меньше всего. Они готовы лезть вперед, высовываться, предъявляться, быть заметными, быть поперек общества. Люди с анорексией и компульсивным перееданием нет. Они хотят быть приняты. Критик-подрывник, который прежде всего подрывает веру в то, что у вас может что-то получиться, веру в себя. И это, конечно, компульсивное переедание, в меньшей степени анорексия, но, в общем, все переедающие. И критик-разрушитель, которого очень много, вот это я, наверное, не сказала, в анорексии и в компульсивном переедании, потому что это те самые две группы людей, которые очень близко к тому, чтобы сдаться. Люди с булимией, как правило, не сдаются, они не готовы разрушиться и исчезнуть, они будут бороться. То вот эти две группы, они в какой-то момент могут сдаться. И это печально. Что делать? Что делать? Это интересно, потому что просто не слушать критика не получится, потому что это ваша часть. По крайней мере сейчас.
Что делать? Первое, что вы должны сделать, это идентифицировать своего критика. Идентифицировать своего критика и понять, какой он, что он от вас хочет вообще. Чтобы вы что? Чтобы вы контролировали, или чтобы вы делали все лучше всех, или он хочет, чтобы вы все время работали. Вообще, что он от вас хочет, этот критик? Вы его идентифицируете. Вторая вещь, которую вы делаете, это проверяете, это ваш критик или это интродуцированный критик. То есть это критик, который в вас был как бы подсажен, заброшен как зерно и пророс. На самом деле любой критик, он изначально интродуцирован, но некоторые критики настолько пускают корни, настолько прорастают, что они уже не выглядят чисто интродуцированные, они не выглядят чужими, они уже действительно, буквально часть вашего мышления, часть вашей психики. Так вот, как понять, интродуцированный это критик или нет? Услышьте его слова. Что конкретно он вам говорит, какие фразы он произносит. А потом скажите себе, чьи это фразы, от кого вы их слышали, кто вам это говорил. А иногда, если просто попытаться внутренним зрением этого критика увидеть, представить, у него есть лицо. И тогда тоже можно задать себе вопрос, чье это лицо. И если вы находите этого человека конкретного, чьи фразы вам повторяет ваш внутренний критик, значит, это интродуцированный критик, и вы вполне можете его, вернуть, как бы. То есть вам говорила, грубо говоря, мама, что вы такая, такая и такая, и вы сейчас как попугай это повторяете себе. Тут вы можете просто сказать, так, стоп, это не я, это мама, с какой стати я вообще себе это все говорю, что за бред, лично я думаю вот так. Второй момент, это когда критик этот уже просто, все, он уже часть вас. Все, он встроился в систему, его просто так не вырвешь оттуда. Тогда вам нужно ответить на очень-очень важный вопрос. Что он от меня хочет? То есть он хочет, что он меня критикует злобно, например, за то, что я лентяйка. А что он от меня хочет? Может быть, он хочет, чтобы я, если по цепочке протянуть, может, он хочет, чтобы я исполнила какие-то свои мечты и переживает, что у меня не получится, если он не будет стегать меня плеткой. А третья вещь, которую нужно сделать, это нужно позвать еще одну свою субличность, решателя проблем. То есть вы знаете, в чем проблема, почему вас критикует критик. Вы знаете, что вам это действительно нужно, что это хорошая идея, что это что-то, что действительно ценно для вас. И отказываться от этого вы не собираетесь. Но вы не хотите, чтобы вас критиковали за это. Вы зовете решателя проблем, и он решает. Если наша проблема безопасность, то что мы можем сделать для безопасности? Если критик хочет, чтобы я избежала поражения и разочарования, то что мы можем сделать, чтобы повысить наши шансы? И как мы можем пережить это разочарование и поражение, если оно случится? Принять какое-то решение на этот счет. Если этот критик хочет, чтобы исполнилась моя мечта, то, может быть, нам не критика нужна, а действительно, понимая это, понять еще и что нам мешает, и как этого достичь. То есть, еще раз, мы не просто затыкаем этого критика, мы его не игнорируем, мы не пытаемся его не слушать, если этот критик — это не отпечаток в нашей психике кого-то из людей, которые критиковали нас. Если это наше собственное, и мы в этом уверены, что мы сами себе это говорим, не было никого, кто заставил нас так о себе думать, тогда мы выявляем, чего хочет от нас критик на самом деле, оцениваем это из здоровой взрослой части, нужно нам это или не нужно на самом деле, и зовем решателя, чтобы он придумал, как нам достичь цели в реальности, исходя из реальных наших возможностей и
ну вот как бы нашей стартовой позиции. Вот. Вот что я хотела вам рассказать про внутренних критиков и какие они бывают, и с какими РПП они больше всего ассоциируются. Ну и как всегда, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и ставьте лайки, репостите, комментируйте. Каждый ваш комментарий помогает, как я сказала. Нет, люди, люди, которые зарабатывают тем, что читают язык тела, они бы сказали: не, она сама в это не верит, или она не хочет этого. Каждый ваш комментарий помогает каналу продвинуться в рекомендациях YouTube, а тема у нас сложная, и каналу действительно цензурируемая, каналу действительно нужно помогать. Подписывайтесь на мои социальные сети, на мой телеграм-канал. Сейчас в телеграм-канале идут наборы в группы, терапевтические группы, в образовательную группу для родителей, у которых дети болеют РПП. Приходите в мой телеграм-канал, и там вы найдете объявление. И помните, что через любую мою социальную сеть, а ссылки в описании к этому видео, вы можете меня найти, если я вам нужна. Пока!